Привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем делать домашнюю копикет, версию легендарного лукового и сладкого соуса из Subway. Нам понадобится красный лук. 2 средних нарезаем кусочками. Закидываем чашу блендера. Нам нужен луковый сок. Перебиваем все блендером в кашицу. Откидываем луковую кашицу на сито. Вот так. Придавливаем немножечко ложкой, чтобы получить как можно больше сока. Все зависит от сочности. Да, было достаточно одного лука. Ставим сотейник на средний огонь. Вода. 1 стакан. Сахар. Полстакана. Теперь луковый сок. 1/3 стакана. Уксус. 1 столовая ложка. Катаем вот так по досочке лимончик, чтобы выделилось больше сока. Сок одного лимона. Лук в порошке. 3 чайные ложки. Чеснок в порошке. Пол чайной ложки. Мак. 1 чайная ложка. Соль. Добавим по вкусу. Постоянно помешиваем. Нам нужно, чтобы сахар растаял. Кукурузный крахмал. Пока что 1 столовая ложка. А там посмотрим. Можете еще понадобиться. Вода. Добавляем совсем чуть-чуть. Перемешиваем. Выливаем в кипящий соус. Варим, помешиваем до загустения соуса. Можно добавить черного молотого перца по вкусу. Нет, мне не нравится. Я хочу сделать погуще. Разбавлю еще 1 столовую ложку кукурузного крахмала с небольшим количеством воды и волью в соус. Как-то лучше. Убираем с огня. Этот соус используют как универсальную сладко-кислую заправку. Его добавляют в сэндвичи и сабы. Используют как дрессинг для салатов. Подают к курице, наггетсам, картошке и различным закускам. Он делает блюдо более сочным и добавляет выразительный сладко-луковый вкус. Его можно использовать как легкую глазурь для курицы. Он добавляет приятный сладкий блеск и аромат. Друзья, благодарим вас за то, что вы поддерживаете и мотивируете нас своими комментариями и лайками. Благодаря вам канал продолжает развиваться. Напишите, какие плейлисты и темы на нашем канале вам более интересны.
Приятного аппетита и приходите в гости снова.